Добрый день, видим вас. И слышим, и видим. Добрый день. Добрый день, приветствую вас сердечно, Олег Дмитриевич, Николай Александрович, Александр Сергеевич. Ну вот, мы с Олегом Дмитриевичем уже общались, и даже трудно себе представить, что после нашего общения так много всего на Земле произошло, а вы находитесь в космосе. Нам действительно, тем людям, которые никогда ничего подобного не испытывали, представить себе трудно в невесомости такое продолжительное время. Свидетельствует, конечно, о том, что работа космонавтов чрезвычайно сложная, в физическом смысле сложная, но и я думаю, что с точки зрения такой психологической устойчивости, ведь тоже человек должен быть очень сильным, уравновешенным, спокойным, чтобы преодолевать вот этот стресс даже замкнутого пространства, ограниченных возможностей передвигаться, но и многое другое. Ну вот, и вы так героически, блестяще справляетесь с этой миссией. Конечно, совершаете этот подвиг, а я глубоко убежден, что еще долгое время полеты в космос будут связаны с тем, что мы называем подвигом. Подвиг – это всегда риск. Кстати, слово «подвиг» от слова «движение», «двигаться», да? Не может быть подвига без развития, без движения, без определенного целеполагания и устремления куда-то, к каким-то целям. Вот перед вами стоят очень важные задачи и цели. Вы работаете для науки, вы работаете для блага нашего Отечества. Ну и, конечно, все это вызывает признательность у людей. Поэтому до сих пор и профессия космонавта, и космические полеты – вот связано с особым отношением людей к тому, чем вы занимаетесь. Я очень рад этой возможности в светлый день Пасхи Христовой сердечно вас поздравить, пожелать вам помощи Божией, крепости сил, душевных, телесных, а самое главное – здоровья. Вот. Вы все люди очень сильные, конечно, физически здоровые, но здоровье является непременным фактором, который сопутствует успеху. Очень рад вас видеть. Спасибо огромное за теплые слова. Спасибо. Мы тоже хотим вас поздравить с большим светлым праздником, с Пасхой. Нам, конечно, выпала такая вот судьба, что в этот день мы, к сожалению, далеко от наших семей, не можем попробовать кулич. Вот, но мы сердцем и душой, конечно же, на земле. Спасибо вам за теплые слова. Спасибо вам. Еще раз выражаю восхищение вашим подвигом, вашими трудами. Рад видеть вас в таком добром здравии и хотел бы от всего сердца пожелать вам успехов в ваших трудах, здоровья крепкого, ну и помощи Божией, чтобы Господь сопутствовал вам и в вашем космическом полете, и в вашей жизни. Вот благословляю вас и храни вас Господь на путях вашего космического служения Отечеству. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вот, ну а сейчас я должен идти на вечернее богослужение. Радуюсь тому, что перед этим богослужением имел возможность с вами встретиться. Еще раз желаю вам успеха и помощи Божией и в вашем полете, и в вашей жизни, ну и во всем том, что сопутствует вашим трудам. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо и вам здоровья, и сил, и душевных, и физических. Спасибо. Благодарю вас сердечно. Благодарю вас.